взрослые, отличаемся от детей? Да ничем. Мы все такие же инфантильные дети. И тоже искренне считаем, что мир несовершенный, злой и несправедливый. Нет в жизни никаких белых и черных полос. Есть одна сплошная белая полоса, а по краям от нее справа и слева до бесконечности чернота. Добра и мира моим слушателям, вы на канале Антидот. Сегодня 12-й юбилейный выпуск, и поэтому я подготовил особую тему. И я попрошу вашего внимания, чтобы представить вам свой первый закон Вселенной. И еще более особенным этот выпуск делает подарок, который мы приготовили для наших подписчиков. Это ценная подарочная книга, и что нужно сделать, чтобы ее получить, вы можете прочитать в описании к этому видео. В самом первом ролике о канале я озвучил такую фразу, что мы живем в идеальном мире, и эта Вселенная была создана для нас, и наша жизнь определяется только тем, насколько мы смогли понять и адаптироваться под ее законы. И несколько человек мне написали сообщение с вопросом, о каких таких законах Вселенной идет речь. Давайте эту фразу разберем по кирпичикам. О том, для кого была создана эта Вселенная, думаю, много вопросов не должно возникнуть. Очевидно, что она будет принадлежать такому виду, который разовьется настолько, что сможет выйти за границы своей планеты и заселить с собой всю галактику. И не только свою, ведь Вселенная пустая. Раз мы еще никого не нашли, значит конкуренция не такая уж и большая. Выглядит так, что ее вообще нет. И есть все основания полагать, что мы, как вид, Homo sapiens, вполне способны это сделать, если направим все свои средства для достижения этой цели, а не для того, чтобы конкурировать друг с другом. Поэтому я и говорю, что она создана для нас. Но я, как представитель этого вида, могу иметь и предвзятое мнение о своем виде и ошибаться. Ну что ж, время покажет. Итак, позвольте мне сформулировать первый закон. Но перед этим я хочу кое-что сказать. Я не претендую на первенство. Не я открыл или сформулировал этот закон. Я просто тот, кто эту мысль назвал так – закон Вселенной. И добавил весь этот пафос исключительно для того, чтобы сделать акцент на ее универсальности и заинтересовать слушателя подумать над ней. Но не для того, чтобы позлить тех, кто уже думают и пишут в комментариях типа «Кто ты вообще такой? И откуда такой умный взялся? Кто тебе вообще дал право говорить за всю Вселенную?» Никто, конечно же, не давал. Я сам его взял. Итак, закон звучит так. Вселенную нельзя поменять. Под нее можно только подстроиться. Совсем недавно мой сын мне говорит: «Папа, мир несправедливый». Я обожаю такие фразы от своего 6-летнего сына. И я его спрашиваю: «А почему ты так думаешь?» На что он мне отвечает: «Вот у меня в классе у друга уже есть свой iPhone, а у меня еще нету». И тут у меня возникла такая мысль: а чем мы, взрослые, отличаемся от детей? Да ничем. Мы все такие же инфантильные дети. И тоже искренне считаем, что мир несовершенный, злой и несправедливый. Только у нас уже не iPhone, а красная Феррари или яхта, которая у кого-то есть, а у нас ее нету. И мне пришлось ему ответить, что мир такой, какой он есть. И можно всю жизнь страдать от того, что он несправедливый, потому что у тебя нет какой-то вещи, что есть у другого, а можно просто признать, что это только так мне с моей колокольни кажется, и принять его таким, какой он есть, но при этом жить так, чтобы сделать его лучше. Тому, кто 3 дня не ел, кажется, что мир несправедливый, потому что есть тот, кто ест досыта каждый день. Тот, кто ест досыта каждый день, все равно думает так же, потому что у кого-то есть машина. У кого есть машина, размышляет точно так же, потому что есть тот, у кого есть яхта. А тот, у кого есть яхта, точно так же думает, потому что у соседа яхта на 2 метра длиннее, чем у него. Поэтому давайте поговорим об этом законе подробнее и начнем разбирать его с микроуровня.
Электрон, протон или любая другая частица подстраивается под Вселенную согласно законам, которым она подчинена. А помните закон, о котором мы говорили в выпуске про то, как научиться думать? Закон, который заставляет одинаково заряженные частицы отталкиваться, а противоположно заряженные частицы притягиваться. Все в нашем мире подчинено законам гравитации, законам сохранения энергии, квантовым законам и еще другим законам, о которых, возможно, мы еще даже не слышали. То есть во Вселенной все, от элементарных частиц, из которых состоят атомы и молекулы, до планет и галактик, встраиваются в эту Вселенную согласно ее законам. Не пытаются изменить ее, еще раз обращаю ваше внимание, а признают эти законы и подстраиваются под них, тем самым меняя и себя, и пространство вокруг себя. Тут очень важно понять, что признавая эти законы и подстраиваясь под них, они меняют и Вселенную тоже. Как пример можно вспомнить эту фразу: «Взгляните на лилии полевые». Растение ведь не ведет себя так, как иногда мы. Этот мир несправедлив, а потому что я должно всю зиму сидеть в земле, а я хочу на солнце. И что случится, если растение решит увидеть солнце раньше времени? Правильно, оно погибнет. А если подстроиться, то и само расцветет, и мир сделает прекраснее. Еще пример. Есть две молекулы водорода и одна молекула кислорода. Они встретились, подстроились под друг друга и стали одной молекулой воды. И сами изменились, и мир вокруг себя изменили. Вот в этом и вся суть закона. Теперь давайте поговорим о том, как это относится к нашей жизни. Да очень просто. Давайте начнем с классики. Можно страдать, что все мужики бабники, всю жизнь отдать на то, чтобы найти вроде бы как бы минимального бабника, выйти за него замуж. Через некоторое время, конечно же, понять, что он такой же бабник, как и все. Просто когда хотел понравиться, пытался выглядеть другим. Несколько лет пытаться его изменить, ну и в итоге, конечно же, его потерять. Потом в течение жизни то же самое проделать с разными мужчинами. И в конце жизни горестно плакать, что если бы мужики не были бы бабниками, то жизнь моя была бы счастливая и прекрасная. Ведь как много женщин именно так и делают. Но разве не лучше ли принять этот факт, что все мужики бабники, как закон тяготения, и не пытаться его отменить или изменить? Тем более, что это действительно примерно то же самое. Это инстинкт. Мозг мужчины тысячи и тысячи лет затачивался под то, чтобы оставить свой генетический материал в максимально большом количестве женщин. И, конечно же, несколько сотен лет общественных или религиозных рамок не могут его сильно поменять. И речь не о том, что если тебе муж изменяет, надо просто смириться с этим и ничего не делать. Я говорю о том, что надо признать этот факт и подстроиться, то есть изменить себя. Как изменить – это другой вопрос. И я понимаю, что сейчас многие женщины напряглись и приготовились отписываться от канала. Якобы слышали мы все эти сказки, и нам они не нравятся. Я их очень хорошо понимаю. Кому будет нравиться, когда каждая женщина хочет иметь самого-самого распрекрасного принца, и чтобы она была для него единственная королева? Как раз именно и это было заложено в генах женщины. Ее задача именно в этом и была – позволить оставить внутри себя генетический материал только самому распрекрасному принцу, который только найдется. Потому что осознанно или неосознанно она понимает, что только в таком случае у нее будут самые распрекрасные детишки. Это ведь так очевидно. Может быть, это звучит не романтично и меркантильно, но это реальность и законы, которые были в нас заложены. Как их отменить? Надо подстраиваться. Вот и старались разные общества как могли, и почти все пришли к институту брака. Лучшего пока ничего не придумали. Но что, это полностью решает проблему? Нет, конечно же, природу мужчин и женщин брак не меняет. Разве можно мужчину удержать от измен браком? Ну, давайте будем честны и взглянем правде в глаза. Просто посмотрите на цифры разводов, и вы сразу поймете, конечно же нет. Так что делать? Вариантов немного. Подстроиться. А что именно сделать? Максимально изучить себя
и природу этих самых мужчин и сделать все так, чтобы минимизировать потери. Вселенную изменить нельзя, под нее можно только подстроиться, то есть изменить себя. Мужчину изменить нельзя, под него можно только подстроиться, то есть изменить себя, и тогда он тоже изменится. Работать над собой и достичь такого уровня, чтобы ему не было смысла делать то, чего вам не хочется. Не буду вдаваться в подробности, не об этом сейчас речь. Я этот пример выбрал, чтобы проиллюстрировать универсальность этого закона. Справедливости ради, давайте посмотрим, как этот закон можно применить и в отношении мужчин. Разве немало есть их количество, уверенных в том, что все бабы меркантильные стервы? А как же им еще себя вести в обществе, где определяющим твое иерархическое положение является количество денег? Ведь вы помните, что у них задача выбрать самого-самого распрекрасного. Поэтому, раз в обществе этот критерий главный, они по нему и выбирают. Поэтому они и кажутся меркантильные. Но они тут ни при чем. В обществе, где иерархическое положение мужчин определялось количеством человеческих скальпов, висящих в его жилище, женщины выбирали мужчин по этому критерию. Это не от них зависит, а от общества, в котором они живут. И женщин тоже не поменяешь, лучше подстроиться под них. То есть, опять же, изменить себя и стать в ее глазах тем самым-самым, у которого наибольшее количество человеческих скальпов в коллекции. Но для этого нужно работать над собой, тренироваться, развиваться, учиться. Понятно, что это сложнее, чем просто жаловаться, что мир несправедлив и все женщины меркантильные. Я понимаю, что я хожу сейчас по тонкому льду, обсуждая все эти гендерные проблемы. Но моя цель – проиллюстрировать этот закон на примерах, которые будут понятны максимальному количеству слушателей. Теперь, после вышесказанного, мне будет легче объяснить, что я имел в виду, когда говорил, что мы живем в идеальном мире. Уверен, что многие скажут: Майкл, ты что, идиот в розовых очках или просто им прикидываешься? Оглянись, сколько горя, боли и несправедливости вокруг. Окей, давайте поговорим о справедливости. Мое мнение, что нет такого понятия вообще. Нет справедливости. Забудьте это слово. Это непонятно, что обозначающее слово придумано для того, чтобы манипулировать обществом, стравливать страны и нации якобы для восстановления справедливости. Таких понятий много, и мы обязательно о них будем говорить о канале. Отчасти именно для этого я и создавал этот проект. Но если вам так будет легче воспринимать все, что происходит вокруг вас, то признайтесь, что да, мир несправедлив, и есть очень много зла и боли в этом мире. И да, с хорошими людьми случаются неудачи и трагедии, а плохим людям иногда сопутствуют удача и успех. Но все, что мы можем сделать, это только подстроиться и упорядочить себя и свою жизнь, чтобы в ней стало меньше зла и негатива. И тогда мир вокруг нас изменится, и станет вокруг нас меньше зла и боли. Ведь все неудачи и успехи относительны. Что для кого-то было неудачей, то для другого может стать ступенькой к успеху. Именно так все и устроено. Мы упорядочились, и наш мир стал лучше. Для кого-то он не изменился или стал еще хуже, но не для нас. Мы усовершенствовали окружающую нас действительность. Давайте я объясню, как это работает на одной распространенной шутке про зебру. Как часто вам приходилось слышать: «У меня сейчас черная полоса в жизни»? Мне очень часто. Да и шутка о том, что жизнь как зебра широко известна не без причин. Многие на самом деле убеждены в том, что жизнь состоит из череды белых и черных полос. Белая полоса, потом черная, белая, потом черная, белая, черная, а в конце, ну вы помните. Но это не так. Нет в жизни никаких белых и черных полос. Есть одна сплошная белая полоса, а по краям от нее справа и слева до бесконечности чернота. И когда человек идет по жизни вслепую, его заносит это в черноту, где ему больно и страшно. Изо всех сил стараясь, он выскакивает оттуда и, пересекая эту белую полосу, прямиком направляется на другую сторону, где все та же чернота. Опять силится и снова выкарабкивается,
И так до полного убеждения в том, что череда везения и неудач – это закономерность. Так вот, если отбросить от себя все убеждения, изучить себя, общество и вселенную, в которой мы живем, упорядочиться, отцентрироваться, обозначить свои ценности, исследовать им, то тебя перестанет заносить в черноту. Нет такого события в жизни, которое могло бы выбросить тебя в черноту. Оно просто исчезает из твоей жизни. Вот еще одна метафора для того, чтобы проиллюстрировать этот закон. Какой главный вывод из всего этого можно сделать? В любой ситуации пытайтесь изменить только себя. И это единственное, что нам под силу – изменить себя. Привнести больше гармонии, порядка и добра в свою жизнь и жизнь своей семьи. И окружающие это заметят. К вам будут тянуться точно такие же люди. И это приведет к тому, что ваш мир, то есть те, кто окружают вас, будут позитивные, добрые и честные люди. И как я уже сказал выше, для кого-то этот мир не изменится или станет хуже, потому что его мир определяется его выбором. Именно поэтому я и говорю, что мы живем в идеальном мире. В этом и есть вся прелесть нашей Вселенной. Она, согласно своим же законам, подстраивается под нас. Мы несем добро и позитив, и в ответ получаем то же самое. Если каждый человек на этой планете поймет это и будет строить свою жизнь по этим принципам, то мы увидим, как зло, несправедливость и боль уйдут. Это единственный способ победить зло. Именно это и обозначает фраза «победить зло добром». Зло, несправедливость, боль и страдания нельзя победить силой. Это можно сделать только в том случае, если каждый из нас сознательно решит нести в мир добро и любовь. И пока большинство людей это не поймут, мы и будем жить в таком мире, в котором живем сейчас. И поэтому я делаю все, чтобы распространить эти идеи. И мечтаю о том, что этот канал соберет тоже таких же людей, которые хотят сделать этот мир еще прекраснее. Потому что я уже давно понял, что только блеск в глазах другого человека, жизнь которого изменилась к лучшему благодаря твоей деятельности, приносит истинное наслаждение. И совершенствуя этот мир через развитие себя, мы очень быстро увидим, как наша жизнь тоже станет лучше. Потому что мы все живем в одном доме под названием Земля.